Этот инструмент совершенно уникальный. Начнем с того, что французский, и, соответственно, и голоса, тембры, регистры на нем французский. Большой, полнозвучный орган, он полностью соответствует акустике помещения, что тоже очень важно. Да? Частенько бывает, когда органы уже ставят в готовое помещение, и возникает ряд сложностей. А здесь, когда он предполагался специально для этой акустики, для этих масштабов, вот это определенные плюсы, совершенно неоспоримые. Опять же, вот вы видите эти трубы горизонтальные, это тоже уникальные вещи. Я думаю, любой органист мечтает использовать их хотя бы раз где-нибудь в каком-нибудь произведении, где это уместно. Можно устраивать ансамбли, поскольку у этого органа есть кафедра стационарная, есть пульт выездной, который на сцене тоже используется, допустим, когда играет оркестр, и там в фактуре заложена партия органиста. Ну, в общем, тут можно перечислять массу, и я совершенно каждый раз наслаждаюсь временем, проведенным за этим органом. И благодарю, естественно, Валерия Писаловича Гергиева, который дает такую возможность, Елену Загоруйко, мастера органного. Это совершенно незабываемые минуты. Тема в пассакалии может быть регистрована совершенно разными способами. Ну, самый простой, это если начать тихонько и взять вот 2 регистра флейтовых. Можно добавить, будет ярче. Или вот тот вариант, который я сегодня изображала. Это очень ярко. Ну, то есть возможности колоссальные. Тема проходит в педалях, и на эту тему уже накладываются всевозможные аккорды, полифонические переплетения голосов. Иногда эта тема уходит в одну из рук или в другую из рук. Форма стенатного баса, в принципе, дает много очень возможностей и как композитору, так и исполнителю. Ее можно гармонизовать по-разному. Опять же, регистровые возможности продемонстрировать. Но, безусловно, Бах, как гений, смог в этой огромной пассакалии фуге донести, мне кажется, все, что может, в принципе, эта тема дать, что в ней заложено, в самой теме. Настолько ее разнообразив и при этом гармонично показав в разных ипостасях, переходя из голоса в голос. На мой взгляд, вот в этом есть некая магия. И опять же, там же круг по построению, она крутится, эта тема, и возвращается опять в тональность до минор. Творчество Баха с его смертью стало менее популярным, и даже уже в конце жизни его не так много исполняли. И велика роль Мендельсона. Известно, что он
впервые управлял воспроизведением «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Брамс, в свою очередь, написал цикл прелюдий хоральных. Этот жанр долгое время вообще в творчестве композиторов никак не фигурировал. Там есть своя, правда, параллельная история с Кларой Шуман связанная, но, тем не менее, жанр как таковых хоральных прелюдий вот этим циклом, опусом 122, тоже, можно сказать, возродился. Романтики, да, конечно, это совсем другой стиль, совсем другая эпоха, совсем другие настроения. И собственно, как вы слышали, регистровка отличается значительно от той регистровки, которую мы можем себе позволить, исполняя музыку Баха. БЦХ – это латинские обозначения нот. Б – это си бемоль, А – это ля, С – до, соответственно, и Х – си. И эта тема использовалась очень многими композиторами при написании сочинений, посвященных Иоганну Себастьяну Баху. И в том числе вот эта прелюдия и фуга написана на эту тему. Вот этим своим отношением к творчеству Баха и к его последователям я хотела еще и продемонстрировать свои какие-то мысли и идеи. Не случайно несколько бесов, которые я исполнила, последний из них был тоже хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. Тем самым я попыталась отдать дань великому мастеру. Это называется произведение с сольным голосом. То есть, когда один голос играется на одном мануале, и регистровка для него подбирается такая, чтобы он выделялся на общем фоне. Вот, допустим, в прелюдии «Взываю к тебе, Господи» Иоганна Себастьяна Баха, которую я сегодня исполняла на бис, для сольного голоса используются гобой, флейтовые регистры 8 и 4 и тремоло. А для аккомпанирующего голоса просто флейтовая восьмерка. И получается примерно так. Вообще, вы знаете, мне кажется, что в наше время, когда хочется чего-то вечного и чего-то незыблемого, органная музыка, и в частности музыка Иоганна Себастьяна Баха, как нельзя может быть лучшее подтверждение тому, что в конечном счете все должно быть хорошо.